Всех приветствую на моем канале. В этом ролике хочу показать, как можно отреставрировать нижний рычаг в классике. Конкретно такая поломка сорвала шпильки вот этого вот амортизатора. То есть, кто владелец классики отечественной, тот знает, что в 90% случаев это происходит из-за того, что при попытке открутить амортизатор срывает болты. Болты там стоят на 8, сейчас я их покажу. Ну и, как повторюсь, в 90% случаев это происходит при попытке открутить гайки амортизатора. Ну и еще процентов 20 получается это какое-то препятствие. То есть если где-то чернули под днищу, может чернули вот этим вот креплением амортизатора, может сорвать болты, то есть их просто срежет. И амортизатор повиснет просто внизу ниже рычага. Проходит он вот здесь вот через пружину. Давайте вот покажу так вот поподробнее. Да, вот здесь он проходит через пружину и выходит вот сюда вот вниз. То есть болты я уже поменял. Вот этот уже полностью поменял, который ближе к вам находится. А дальний сейчас покажу, что с ним делать. То есть как вообще происходит замена. Сам болт выглядит вот таким образом. С этой стороны у него гладкая шляпка, которая в заводском варианте приварена на точечную сварку. Здесь у него насечка, он пробит сквозь нижний рычаг, и вот на эту часть прикручивается вот это вот ухо амортизатора. Так, ну и что происходит при срывании этого болта? Вот эта вот часть с насечками остается внутри рычага, а вот эта вот часть с резьбой просто срывает. Полностью выбить и поменять его не получится, потому что сверху над вот этой шляпкой установлено кольцо, в которое упирается пружина подвески. Ну и поэтому либо меняется рычаг в сборе, либо есть умельцы, просто приваривают на место, где стоял этот болт, кусочек шпильки, как собственно было сделано здесь, но это ненадолго, и от вибрации этот кусочек просто отрывает. Значит, как восстанавливаю я? Амортизатор, естественно, снят, да? Пружину немного отодвигаю в сторону. Не знаю, здесь недостаточно хорошо будет видно, но вот я ее приподнял, вставил сюда вот кусок арматуры, да? То есть вот так вот вставил кусок арматурины. Насквозь нижней части вот здесь сверлю отверстие. То есть вот этот болт я сейчас выкручу для наглядности. То есть, старый срезанный болт. Здесь остается вот место, то есть вы, когда болгаркой подточите, будет видно, где он идет. Болтик. Сверло 3 мм для начала, то есть чтобы более точно. Сверлю насквозь отверстие, пружина с той стороны уже не мешает, получается. И потом сверлом на 6,5 мм уже рассверливаю до конца. Дальше беру метчик, восьмерку, первый, второй номер, прохожусь первым номером, вторым номером, то есть нарезаю резьбу. Потом беру кусочек шпильки, восьмерка, с одной стороны сделан такой вот небольшой конус. Эта шпилька, она вкручивается вот сюда вот в это отверстие. То есть, в принципе, можно было поставить просто болтик, да, уже в таком варианте, взять крепление амортизатора, прикрутить его просто на 2 болта. Но так как там очень тонкая вот эта шляпка, то есть она порядка где-то 3-4 мм, потоньше даже, чем обычная гайка на 8. Получается, такой вариант как бы меня тоже не устраивает, поэтому делаю немножко по-другому. Пружина вот здесь оттопырена, да, в эту сторону отодвинута у меня. И вот здесь вот доступ к болту, вот как можете видеть, болтик торчит, да. А я его выравниваю заподлицо с местом, где стоит пружина, и обычной электродиной двойкой провариваю сверху. Пружине он не мешает, и держится нормально уже. То есть при закручивании амортизатора вниз этот болтик не вытянет. Так что вот такое, ребят, видео. Кому было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.